С каждым разом я знакомлюсь с все большим и большим количеством классных людей, классных женщин, классных текстов. И мне кажется, что это было такое интуитивное какое-то желание, которое выросло в какую-то полезную потребность для людей. Он кринжово звучит на самом деле, потому что этнография — это такой колониальный инструмент, изучение другой культуры и так далее. Корни там идут оттуда. Но у меня нет ответа, да, what is decolonial writing? Вот твой дедушка бежал от красных на Камчатку, там, собрал всю свою семью, уехал. Очень много вот этого вот советского какого-то нарратива выходит. В белом тексте мы видим такие тропы, как там раскосые глаза, или там, не знаю, там смуглая кожа, или там вот есть такой троп оливковая кожа. И я думаю, господи, оливки, они черные или зеленые? Какие оливки вы имеете в виду? Панель в конференции, почему одна женщина и там 5 мужчин, да, и так далее. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Eau de Cologne». Всем привет, меня зовут Айда, это Баштан Башта, подкаст «Одеколон». Сегодня с нами Эльмира Кокобаева, писательница и основательница курса креативного письма «Семейная этнография» или «Как деколонизировать свое письмо». Здравствуйте, Эльмира, мы очень рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и что такое семейная этнография. Да, я тоже очень рада вас видеть, я тоже очень, чувствую себя какой-то избранной быть у вас на подкасте. Спасибо большое, вы делаете Спасибо большое, что выделили нам время, пришли сегодня. Да. Я сейчас рассказываю о себе, потому что были разные идентичности, разные сферы жизни за всю жизнь, но сейчас я рассказываю про себя, что я была журналистом по образованию, но я не работала прям активно в журналистике, я работала в рекламе, потом я решила сменить деятельность и работала долго в проект-менеджменте в образовательных проектах, и, мои последние, моя последняя стезя, вот я закончила магистратуру по социальной антропологии в Центральноевропейском университете, получается, в 2021 году. Вот. И в 2022 году я начала этот курс «Семейная этнография» или «Как деколонизировать свое письмо». И на самом деле там было несколько причин, почему я его начала, потому что я на тот момент после выпуска жила в Австрии, и я не могла найти работу. Потом мне заканчивалась виза, мне нужно было вернуться, сделать свои документы. И на тот момент я жила в Москве. Я жила в Москве с 2014 года. И мне пришлось возвращаться в Москву. Вот. И пока я там оформляла свои документы, то все, подавалась на визу, началась война. Война началась в день, когда у нас начался курс такой, я тоже записалась там на один курс от школы литературных практик для людей с опытом мигрантства. Вот. Там, кстати, на этом курсе я познакомилась с Данхаёй Хавалык. Вот, историческое знакомство. Наша хорошая подруга, очень во многих подкастах она у нас была, сама вела тоже. Да, она классная тоже подкастерка, активистка. Вот. И, было решено, что невозможно здесь оставаться, надо уезжать. И так я вернулась в Алматы. И там я продолжила, процесс оформления своей визы и так далее. И был вот этот шок от начала войны, потому что я уезжала тоже на сильных нервах, то есть там все закрывалось, отменялись рейсы, уже пошли какие-то проверки и так далее. Вот. И я решила, что я хочу сделать что-то, что будет мне по сердцу, не искать опять какую-то работу, где я буду просто зарабатывать деньги. Вот. И мне хотелось какое-то безопасное пространство, где могу прорефлексировать вообще все, что произошло, вообще почему, как мы оказались в этом контексте. И я вспомнила про свой старый текст, который я еще давно начала писать, где я делаю такие параллели с жизнями моих бабушек и дедушек.
И решила, что я верну этот текст и соберу какое-то сообщество единомышленниц, где мы вместе погрузимся в тему семейной истории, семейной этнографии и так далее. Но так как я очень, долго... у меня был период, когда я была и нахожусь в писательском сообществе, российского проекта Write Like a Girl. И будучи там, у меня тоже был такой запрос на... это так условно, да, я называю не белые тексты. Вот. И я подумала, что, надо свои делать тексты, искать писательниц с похожим для меня бэкграундом самостоятельно. И если я сделаю такой курс, то это такой open call, что люди сами придут, и мы так и познакомимся. И так и получилось. Вот. И на тот момент, когда я это сделала в апреле, я думала, у меня будет 5 человек, мы сами поболтаем, он платный, я заработаю немножко денег, и разойдемся. Но уже в апреле следующего года будет 3 года, как этот курс идет. Он вдруг оказался нужен людям, и для меня это стало, немножко неожиданностью, но и на самом деле очень приятной неожиданностью, потому что с каждым разом я знакомлюсь с все большим и большим количеством классных людей, классных женщин, классных текстов, и мне кажется, что, это было такое интуитивное какое-то желание, которое выросло в какую-то полезную потребность для людей. А что такое семейная этнография? Я, на самом деле, когда отучилась на социальной антропологии, и когда я дала название, этому курсу, он кринжово звучит на самом деле, потому что этнография — это такой колониальный инструмент изучения другой культуры и так далее, корни там идут оттуда. И первые 2 у них таких теоретических есть занятия, где я пытаюсь это все распаковать, сказать, насколько это может быть проблематичным, насколько экстрактивистским бывает этнография, и как мы можем работать в семье со своими старшими родственниками, как не превратить это в такой же какой-то экстрактивистский проект. И, мы немножко еще говорим про этику, таких исследований. Поэтому это такое немножко условное название, какое-то немножко, чтобы упростить смысл и привлечь людей, но, по сути дела, этнография работает как с текстами, с артефактами, Если кому-то повезло, есть мемуары, есть какие-то записки, дневники своих старших родственников с этими текстами и с методом интервью, когда мы приходим к нашим бабушкам и дедушкам, включаем микрофон и начинаем разговаривать. Хотя и этот метод, конечно, он настолько официальный, формальный, что люди не открываются, и мы пытаемся найти какие-то другие способы, как нам общаться, чтобы это не было, таким официальным каким-то автобиографией. Я там родилась там-то, училась там-то, вышла замуж и так далее. Поэтому мы этот формат пытаемся немножко размять. И вторая часть про деколонизировать свое письмо, это тоже такой немножко какой-то маркетинговый, такой, давайте деколонизировать свое письмо, но у меня нет ответа, what is decolonial writing? Но когда я задаю этот вопрос для всех участниц, мы коллективно для себя решаем, что для нас, во-первых, проблематично, в русскоязычном письме, потому что мы пишем на русском, и сейчас на английском многие пишут, и как мы можем найти какой-то новый язык. И в этом контексте становится видно какие-то шаблоны, которые мы используем, штампы, они переходят с нами из текстов, которые мы читаем, они переходят в наши тексты, которые мы пишем, поэтому очень важно понимать, что мы читаем. И очень много, особенно у таких немножко более старшего поколения, участниц, очень много этого советского какого-то нарратива выходит в текстах, и мы пытаемся это отлавливать и пытаемся как-то по-новому, какие-то новые метафоры придумывать. И второе, что, например, если мы основываем какой-то текст или диалог, в рассказе на интервью, и если это интервью было на родном языке, там на казахском, на кыргызском, на бурятском,
то я призываю использовать этот язык в тексте, а дальше там его переводить, сноска или не сноска. Может быть, кто-то вообще не хочет переводить, и это тоже такой элемент, да, литературный. Но вставлять какие-то кусочки, которые органично были произведены на родном языке, и тогда и текст тоже очень сильно меняется. И использовать в тексте, опять-таки, не объяснять, но работать с нашей терминологией, с какими-то нашими народными, там, не знаю, да, словами, которые часто очень сложно перевести, то использовать напрямую это слово. Если как бы родной язык настолько утерян, что у нас в словаре осталось 5 слов, вот, пытаться эти слова тоже вернуть, да, в свой обиход. Ну вот это вот такой вкратце. Здорово, вот такую невероятную работу делаете. Просто, мне кажется, для многих, наверное, участниц, которые к вам приходят, это очень важно, как бы соединяться со своими предками, с собой. А расскажите, пожалуйста, что для вас деколониальность? Как вы к этому пришли? Деколониальность, мне кажется, это какой-то ответ на тот дискомфорт, который был в тех или иных ситуациях, в которых ты чаще всего какой-то делаешь внутри компромисс, и ладно, бывает, вот я там единственная азиатка, да, вот в этом проекте, наверное, меня взяли для diversity, ладно, бывает. Вот какие-то такие вещи. У меня такое было. Буквально недавно я тоже участвовала на одном проекте, где я была единственная представительница Центральной Азии. Я такая думаю, вот это странно, почему я одна в этой комнате, да, и ты как-то это понимаешь, и ты как-то внутри такой, примиряешься с этим, но когда ты начинаешь читать там деколониальные какие-то статьи, тексты про деколониальный поворот, ты, наконец, находишь язык, как это объяснить, да, что это вообще, вот. Поэтому деколониальность для меня немножко вот про осознание вот этого опыта, в котором мы живем там типа с рождения, вот. И второе — это попытка вот этого unlearning, да, как они называют, отучиться, переучиться на какой-то новый язык, на какой-то новый вид мышления, на даже не новый, а на тот, который свойственен там той культуре, да, в которой ты родился, или тем знаниям, которые чаще всего были стерты, были забыты и так далее. И они, например, объясняют твою там действительность иногда больше, чем какая-то, не знаю, западная книжка, да, написанная о там Казахстане, Кыргызстане, о каком-то явлении. Вот, поэтому деколониальность для меня немножко такое дискомфортное состояние, где я постоянно нахожусь в каком-то состоянии осознанности, состоянии рефлексии, и я начинаю более-менее понимать, здесь я реагирую вот так, потому что вот так, здесь я не могу там принять этот текст, потому что он не ложится там мне на сердце в связи вот с такими-то обстоятельствами, а здесь я хочу вообще по-другому начать про это думать. Это как с феминизмом. Как только там базовые какие-то, разберешься в базе, все перестает быть таким, сереньким. Вдруг начинается явная такая реакция на определенные, да, ситуации, там, условно, панель в конференции, почему одна женщина и там 5 мужчин, да, и так далее. Вот, поэтому это такая, это как бы критическая теория, в которую ты погружаешься, и дальше ты начинаешь просто это все замечать. Но вот что, я тоже на курсе об этом говорю, в чем для меня, например, разница, да, и в чем деколониальный поворот, деколониальная мысль дает мне больше энергии как творческому человеку, что от просто критики, от просто критического, да, взгляда. Деколониальные художники, писатели, они пытаются перейти в какое-то еще, да, состояние созидания, потому что можно критиковать, можно разрушать старый мир, там, разрубать там старые оковы и так далее, но они делают немножко такой шаг, и вот это вот термин реэкзистенции, например, да, деколониальный эстезис, когда они предлагают какое-то
даже не то, что решение, а какое-то альтернативное, как можно делать это по-другому. И вот, например, наше упражнение на воркшопе в USMD, оно было про это, да, как вспомнить и как как-то это все описать в каком-то другом контексте, не так, как мы привыкли. Вот. Поэтому деколониальность дает мне больше пространства для созидания, чем просто для критики и для состояния постоянного сопротивления, да, чему-то. А вот можете немного больше рассказать о терминах, которые вы упоминали, потому что на самом деле это такое достаточно новая вещь, мне кажется, и для нас, и для наших слушателей, чтобы мы чуть-чуть больше понимали, откуда это пришло, что это значит. Да, на самом деле, это такой немножко учебник Мадины Тластановой деколониальной эпистемиологии, гендерной эпистемиологии. Но почему мне он нравится? Потому что он как раз работает и с феминистскими, да, теориями, и с таким женским опытом или небинарным опытом. И эта книга, она как бы дает мне очень много ответов. И она там, Мадина делает как бы такой экскурс в историю феминизма третьей волны, так называемого, который, наверное, себя не определял как деколониальный, да, то есть его через деколониальную оптику можно как бы определить. Вот. Но там как раз дается очень много каких-то помогающих концепций, которые помогают преодолеть вот это состояние критики и двигаться дальше. И вот один из терминов, это уже не феминистский, но более из сферы изобразительного искусства, это был такой антрополог, он тоже социальный антрополог и художник Альбано Акинта, который как раз предложил как бы... Во-первых, он критически смотрит на вот это вот понятие эстетики, да, что мы считаем красивым, что мы считаем, не знаю, приемлемым, что мы считаем вообще искусством, и говорит о том, что и наше восприятие, да, условно красивого, эстетического, является взглядом, европейским, да, просвещенческим. И он предлагает заменить это словом эстезис, которое больше про существование, больше про жизнь. Жизнь бывает разная, жизнь бывает уродливой, да, если на нее посмотреть там с другой стороны. И для того, чтобы как бы двигаться к этому деколониальному эстезису, он предлагает такой инструмент, практику реэкзистенции, что в переводе можно сказать как возвращение своего существования. Вот. И это, конечно, такие немножко философские, не очень сложно, да, ощутимые как бы понятия, но дальше он дает очень какой-то более ощутимый ответ, да, что мы можем возвращаться к своим каким-то аутентичным запахам, звукам, ощущениям, которые возвращают нас в то состояние, когда мы были еще вне вот этих всех влияний, да, медиа, влияний общества и так далее. И, например, колыбельная бабушки, она как бы дает больше, да, энергии, больше состояния там какой-то, не знаю, ощущение себя, идентичности, комфорта, защищенности, чем там, не знаю, современный хит, условно говоря, да. То есть это все про состояние какого-то эмоционального, аффекта, эмоционального соединения и восприятия своей действительности и возвращение себя самому. Или там запах полыни, например. У кого как, да, или там сармай, да, вот я люблю хлеба. масло, да. Солёненькое. Вот. И второй, наверное, очень полезный термин — это термин трикстера, который тоже, давно как бы существует, он вот есть в этих архетипах и так далее, но его тоже так объясняют Чела Сандоваль, по-моему. Это тоже латиноамериканская феминистка, что трикстеры — это люди, которые как бы меняют маски, и они как бы такие оппортунисты немножко, да, что нужно в одном месте побыть немножко в таком состоянии, в другом побыть в таком. Но это такая немножко и стратегия выживания, но и также стратегия, такой небинарности, да, что вы бываете разным, вы флюидны, ваша идентичность флюидна. И мне кажется, почему вот мне интересно разговаривать со старшим поколением, потому что они кто-то из них поколение трикстеров, поколение, которым пришлось выживать, которым пришлось менять маски, да, как-то менять себя, чтобы как-то выжить в этом отношении. Например, история моего дедушки Смагула, да,
когда мне её в детстве рассказывали, мне говорили: вот твой дедушка бежал от красных на Камчатку, там, значит, собрал всю свою семью, уехал. Вот. А потом мне повезло, что вот один из участников этого переезда, его, получается, племянник, стал академиком, этнографом Халель Аргамбаев. Он один из таких отцов казахской этнографии. Вот. И он написал мемуар про этот переезд. Я думаю, во многом он также основан на воспоминаниях и деда моего. Вот. И мало того, что он даёт такие очень этнографические, да, детали, там, какая посуда у них была, как они там покупали у этих гарнизонных каких-то военных лошадей списанных и делали согым там на Камчатке. И, не знаю, сохраняли, да, какие-то свои традиции, там курпешки шили женщины. Вот. Но в то же самое время я понимаю, что мой дед смог совершить это путешествие благодаря тому, что он знал русский язык. Он использовал всю инфраструктуру советской власти, да, то есть уехать из, получается, Баянаул, это был северо-восток Казахстана, до Камчатки, что очень далеко. Он использовал инфраструктуру железных дорог, он использовал то, что там в Кемерово искали рабочую силу, что на Камчатке строили, Петропавловск-Камчатский искали рабочую силу. То есть они шли по тем возможностям, которые им давала ранее советская власть, но в то же самое время они смогли сохранить свой род, свою идентичность. И, вот благодаря тому переезду я и там еще, не знаю, десятки моих двоюродных братьев и сестер, мы существуем. Вот. И вот это вот трикстеризм, когда мы немножко меняемся, и это нормально. То есть это, наверное, с такой европейской, да, я хочу тоже отказаться от этих слов европейский, западный, да, с такой вот просвещенческой, что ли, мысли. Это оппортунизм, вот, но в смысле какого-то человеческого существования это флюидность нашей идентичности, которая позволяет нам двигаться. И мне кажется, эти термины, они дают ответы на многие вопросы, когда, это же нечестно, это же вот надо было там, не знаю, бороться за свою независимость. Думаю, я рада, что он не боролся таким путем, а каким-то другим. Да, вау, это такая красивая история, и таким образом он сохранил то, что ему было важно, и это смогло продолжиться, и сейчас мы видим вас, делающие семейные этнографии здесь, сегодня с нами. Да. Невероятно. А вот расскажите, пожалуйста, какие-нибудь, может быть, истории других участниц, которые у вас участвуют, каким, может быть, они выводом, уроком, открытием пришли, когда вот во время вашего курса? Да, на самом деле это самый интересный, наверное, вот тот неконтролируемый, неожиданный, да, эффект этого курса. И самое интересное, что он каждый раз разный, потому что у меня вот есть 2 такие более вводные лекции, а потом я каждый раз приглашаю еще разных гостей, женщин, которые в практике, да, работают в семейной истории. Вот. И каждый раз это происходит такой момент обмена, момент такого кросс-опыления, да, когда все каждый раз результат какой-то разный, и все как-то по-разному реагируют и в итоге пишут разные вещи. Вот. Но такой вот есть тренд, что многие, например, не многие, но есть прям какое-то количество женщин, которые хотят писать про своих матерей. Да, что моя мама, вот она была такая, выжила сквозь такие разные обстоятельства, у кого-то там 90-е были, у кого-то там различные опыты, да, и как женщины в 90-е выживали. Вот. И есть такая большая интенция писать, например, про свою маму, но курс достаточно короткий, плюс если это только первый опыт письма, очень сложно писать на такие темы, и поэтому я призываю написать что-то маленькое, да, например, короткий рассказ какой-то, да, зарисовку и так далее. Вот. Поэтому в итоге выходят чаще всего короткие рассказы, и все по-разному на самом деле реагируют. У кого-то такой стиль более, как magic realism, да, такой завуалированный, через сны, очень красивая. Вот есть история
Аиды Калиевой, которую мы опубликовали на сайте Маншук Медиа, где она как бы погружается в сны, погружается в историю своих 3 поколений женщин, да, там прабабушки, бабушки, мамы. Вот. И потом она просыпается и понимает, что через сны с ней общались, да, все эти женщины. Есть у нас поэтесса такая, ну, она в основном пишет поэзию, Айдана Султан, которая в своих текстах рефлексирует больше вопросы насилия, домашнего насилия, вообще насилия как бы такой темы, которая не обязательно физическая, да, оно может быть эмоциональное, и как ее тело, и ее вообще сущность на это все реагирует. Вот, мы тоже опубликовали ее стихотворение одно, «Мое наследство», там же в Маншук. Есть какие-то очень классные короткие истории, да, это могут быть такие немножко теплые, может быть, анекдотические истории, там Айнура Имангалиева, она написала такие короткие истории про свое село Андреевка, и там такие смешные, даже анекдотические истории ее детства, да, там про корову, как они пасли, там, не знаю, какой-то там у них медиум приходил, да, и как она с ним взаимодействовала. То есть в итоге очень разные истории, а кто-то пишет большую форму. У нас, например, есть Галия Нуршаихова, и она вот буквально, ну, насколько я поняла из последних новостей от нее, что у нее скоро уже закончит она писать свой роман про 3 поколения женщины, про свою бабушку, маму, и я так поняла, что он должен скоро выйти. Я очень жду, что все сложится у нее и выйдет роман. Вот. И еще одна у нас участница Жанна Есен. Она пишет тоже про своих 3 поколений женщин. Вот. То есть у кого-то очень большой, как бы такой масштабный, да, размах. Вот. У всех по-разному получается. Кто-то пишет про себя, про свою идентичность, про какое-то детское воспоминание. У кого как вот что триггернет, что выйдет на поверхность, так и выходит. И так как это чаще всего, ну, у многих это первая попытка письма, мне кажется, это очень классное начало, которое дальше положит, ну, продолжение, да, чему-то большему. И мы на самом деле не заканчиваем курс вот как он закончится. У нас есть сообщество, где мы потом общаемся, делимся тоже какими-то ссылками, книжками. И ну, я пытаюсь тоже это фасилитировать, и пытаемся мы встречаться раз в месяц, где мы обсуждаем свежие тексты, потому что мне хочется, чтобы люди не вот написали на курсе рассказ и успокоились, а продолжали что-то писать. И многие пишут. Вот, поэтому, да, это такой процесс долгий, и классно, что эти сообщества создаются. И я очень хочу, чтобы и внутри там создавались какие-то союзы, и, может быть, какие-то отдельные проекты, да, которые, типа, этот курс стал толчком для чего-то еще. Вот. И мне кажется, это вот работает как сообщество сейчас очень классно. Здорово. А можете ли вы поделиться какими-то, может быть, советами или же лайфхаками, какими-то методами, как наши слушатели могут тоже, может быть, порефлексировать, что-нибудь попробовать написать? Да. У нас есть одно такое упражнение, которое тоже как-то хорошо начинает, да, такой путь вообще понимания, потому что я вообще люблю такое, ну, это сейчас называется автофикшн, да, такое письмо, которое от первого лица, от себя и основано часто на личном опыте, но который может меняться и немножко фикционализироваться, да, в процессе письма. Вот. И у нас есть одно из первых упражнений, где я прошу людей написать о себе в 3 лице. Попробовать посмотреть на себя как на персонажа, попробовать вот эту дистанцию, да, простроить и описать, например, рутину своего дня от 3 лица. И это на самом деле часто становится началом рассказа для людей, кто вот только начинает писать. Вот. И людям часто кажется, ой, ничего не происходит, каждый день какая-то непонятная, да, рутина и так далее. Но на самом деле даже в нашей рутине очень много информации, да, почему мы там
пьем кофе, а не там чай, да, почему мы там, не знаю, одеваемся так, а не эдак, да. Ну и дальше мы можем что-то досочинять, то есть не обязательно описывать, да, там целый день, как он прошел, а можно где-то сделать вот эту вот как бы отход, да, от вот этой правды и попробовать сочинить какой-то интересный конец или что-то вдруг пошло не так в этот день, вот, и попробовать это тоже как-то отрефлексировать. У меня, например, когда я писала такой текст, был какой-то просто психологический, что ли, процесс такой терапии, что я посмотрела на себя со стороны и подумала, бедная несчастная девушка работает с утра до вечера, вечером идет, значит, в этот несчастный спортзал, там насилует свое тело этими как-то отжиманиями, приседаниями и так далее. Я думаю, господи, полюбить надо себя. И просто когда ты думаешь об этом как от первого лица, ты же не замечаешь вот этого всего, ты можешь просто упустить все, что ты с собой делаешь, а когда от третьего лица помогает лучше увидеть ситуацию. Да, еще интересный такой инструмент — это как описывать свою внешность, потому что в описании внешности это тоже очень такой да, момент, когда, ну вот есть вот эта рассиализация, да, что, допустим, в каком-то таком более, ну, скажем, европейском тексте, да, белом тексте мы видим такие тропы, как там раскосые глаза, или там, не знаю, там смуглая кожа, или там вот есть такой троп оливковая кожа. И я думаю, господи, оливки, они черные или зеленые? Какие оливки вы имеете в виду? Или оливковое масло вы имеете в виду? Что это значит? Ну, как бы для меня это абсолютно нерабочее, и оно всегда вызывало у меня вопросы. Вот, и мне хочется найти вот этот язык, как мы можем описать себя, потому что когда я пишу про свое тело, про свою внешность, я тоже начинаю очень сильно рефлексировать, там где-то плакать и думать, господи, ну как мне вот описать, да, какие у меня глаза, азиатские глаза, боже. И это тоже такой вопрос, что нет у нас языка, да, об этом писать, и как мы можем описать себя без вот этого, да, конструкта восприятия там глаз, ширины носа, не знаю, каких-то вот таких вот аспектов, которые нас сильно разделяют. Вот, тоже хорошее упражнение, попробуйте. Вау, это так красиво в плане... Ну, это действительно настолько важно, потому что все, что мы обычно читаем, оно нам преподносит через линзу белого человека, где мы такой второстепенный персонаж, не такой красивый, или даже если красивый, то за что-то, что нас экзотифицирует, и находить вот этот свой язык, делать нас субъектами и создателями своих собственных историй, это действительно очень здорово. Да. Спасибо большое, Эльмира, за то, что были сегодня с нами, поделились такими интересными мыслями и делаете такой чудесный проект. С вами был подкаст «Одеколон». Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы обязательно поделимся вашим курсом. Если вы хотите, то регистрируйтесь, участвуйте и пишите. Спасибо большое за приглашение. На самом деле, мне очень интересно узнать, что происходит в современной литературе в Кыргызстане. Я вот сейчас пойду в книжный магазин, и мне интересно, если есть какие-то рекомендации кыргызских авторок, именно женщин, там, раньше, которые писали, может, современные, то я буду очень рада рекомендациям. Хорошо. Я, к сожалению, не знаю. Ты? Ну вот хороший вопрос. Зачем это изучать?